Итак, прежде чем мы действительно начнем лепить разломы и детали поверхности, важно, чтобы мы создавали хорошие базовые параметры для лепки, иногда это может быть самой сложной частью. Но вы также должны знать, что вам не нужно полагаться на режим лепки для большей части или даже лепить некоторые объекты вообще. Так что я просто собираюсь создать новую коллекцию для наших мер, основанных на одежде. Первый метод создания базовой сетки, который я покажу, это извлечение масок. Это было в предыдущих версиях, длительный ручной процесс или доступно только для взрослых. Но с этого момента я буду использовать версию Bennett 2,81, находящуюся в стадии разработки, потому что часто все новые функции. Выпуск действительно важен для любого рабочего процесса скульптуры. Так что ради того, чтобы этот учебник не устарел в ближайшее время, давай перейдем к этому. Мы начнем со штанов, замаскировав ту часть тела, где должны быть брюки. Ты можешь сделать это с помощью кисти для маски, но я рекомендую последнюю просьбу об этом, поскольку она маскирует объекты и облегчает четкое рисование области, где будет находиться маска. Не забудь включить X-симметрию, чтобы сделать это более эффективным в качестве небольшой подсказки для навигации. Ты можешь удерживать нажатой среднюю кнопку мыши для навигации, а затем удерживать нажатой клавишу Bold, чтобы автоматически привязать угол обзора к виду спереди, сбоку и сверху. Что менее очевидно, так это то, что вы можете использовать навигацию по трекболу, чтобы наклонить окно просмотра, сохраняя при этом вид на одну из этих сторон. Это немного сложно сделать и немного неудобно. Но время от времени это может быть очень полезно, если вы хотите, например, иметь вид спереди или сверху, но слегка наклоненный, переключаясь с перспективы на орто. Графический вид также может улучшить результаты маскировки. К сожалению, ярлык маски лассо может только маскировать, но не снимать маску. Чтобы снять маску с его помощью, в любом случае вы можете инвертировать маску с помощью Ctrl. Я маскирую некоторые области, которые ты не хочешь видеть под маской, а затем снова переворачиваю маску. В качестве альтернативы просто используй меньший тур в маске, где ты можешь удерживать управление, чтобы снять маску с областей. Как только ты будешь доволен маской, зайди в Sculpt и выбери новую опцию Mask Extract. Есть куча новых инструментов и опций, но это основной, который мы будем использовать прямо сейчас. Вы получите несколько дополнительных опций, но настройки по умолчанию обычно в порядке. Самое главное, что у тебя включен параметр «Добавить граничный цикл». Нажми «Ок». Чтобы начать извлекать маску, через несколько секунд это должно быть сделано, и у вас будет новый объект на том месте, где была ваша маска. Если ты зайдешь в модификатор, нажмешь в редакторе свойств, ты увидишь, что извлечение маски автоматически добавило модификатор затвердевания, чтобы добавить некоторую толщину новому объекту. Если ты выберешь брюки и используешь на них локальный вид, мы сможем более четко увидеть толщину, если перейдем в режим редактирования и отключим модификатор затвердевания для порта просмотра. Мы видим дополнительную лицевую петлю, которая была добавлена вокруг нашей предыдущей маски. Это делается для того, чтобы сделать результат немного более гладким, так как сама маска может легко стать очень жирной, что может быть очень трудно разгладить. Но поскольку у нас есть этот дополнительный цикл, мы можем просто перейти в режим области видимости и использовать гладкую кисть, чтобы сгладить граничные края. Просто очистите маску, которую мы использовали ранее. Сначала со старым М. Еще один навигационный совет. Нажмите среднюю кнопку мыши на любой точке объекта, и вид будет сосредоточен на этой точке поверхности. Это может быть очень быстрый способ центрировать объект, на который ты хочешь посмотреть, увеличить масштаб или повернуть вокруг. Если мы включим модификатор затвердевания, опять же мы видим, что плавные границы все еще вызывают некоторые ошибки в толщине, но это можно исправить позже. Что мы хотим сделать сейчас, так это немного больше определить толщину. В интерфейсе затвердевшего модификатора ты можешь видеть ползунок значений, который указывает толщину, чтобы сделать объект толще или тоньше. Если там не указано значение толщины, то это вероятно потому, что редактор свойств слишком тонкий и в нем недостаточно места, чтобы показать полное имя прямо сейчас. Вы также можете просто нажать на ползунок и ввести значение по вашему выбору. Ты также можешь использовать ползунок смещения вправо, чтобы определить, где находится средняя точка, откуда берется толщина. На нуле. Это сделает внутреннюю и внешнюю стороны толще на одинаковую величину.
Что-то ближе к нулю поможет тебе всегда видеть штаны поверх тела, так как это слегка раздует объект. Но моя личная рекомендация состоит в том, чтобы все почти всегда устанавливали его на -1. Как только ты действительно начнешь лепить поверхности при -1, толщина будет идти только внутрь, и у тебя будет максимально чистая и аккуратная поверхность снаружи. Но в целом это хорошо, пока ты можешь снова перевести брюки в режим локального просмотра и еще больше сгладить поверхность в режиме лепки. Но что я сделаю вместо этого на этот раз, так это зайду на вкладку объекта в редакторе свойств и включу перед объектом Pens. Если ты еще этого не сделал, ты можешь назначить ярлык или добавить в быстрое избранное, щелкнув правой кнопкой мыши на переключателе, если ты часто пользуешься этой опцией. Теперь мы всегда будем видеть брюки перед другими предметами, и этого достаточно, а пока используйте гладкую щетку, чтобы разгладить складки и глубокие впадины, так как ткань естественным образом заполнит их. Что мне также нравится делать, так это использовать глиняную кисть и использовать значение примерно 0,3-0,5 в режиме автоматического сглаживания. Таким образом, я могу добавлять или вычитать, одновременно выравнивая и разглаживая поверхность. Это более эффективный способ заполнения и сглаживания впадин, и в конечном итоге мы будем часто использовать его при моделировании разломов. Теперь мы будем лепить так, как делают глубокие складки. Я также собираюсь немного надуть область паха и слегка опустить ее вниз. Область ягодиц тоже должна быть сильно разглажена. Постарайся, однако, не прибавлять слишком много громкости. Мы постараемся сделать брюки достаточно плотно прилегающими к телу, а пока посмотри, как это выглядит с Modifies Active. Если модификаторы включены, когда вы находитесь в режиме скульптуры, убедитесь, что вы использовали форму, включенную только в режиме скульптуры. В настройках режима лепки. Как я уже говорил, эта настройка отключит большинство модификаторов при входе в режим скульптуры, чтобы убедиться, что производительность не станет ужасной. Кроме того, пока не беспокойся о ширине ткани. Все это будет рассмотрено. Как только мы приступим к лепке складок и морщин, единственной областью, где мы уже могли бы заняться лесом. Прямо сейчас это нижние части штанов. Мы можем представить, что кафе, являющееся самым широким местом в этом районе, заполняет ширину штанов. Но все, что идет вниз оттуда, будет примерно таким же с ними. Значит, мы можем использовать захватную щетку или надувную щетку, чтобы регулировать толщину штанов. Сделай что-нибудь поближе к тому, что мы хотим. Та же история, но только немного для колена. Границы обычно немного сложны, так как они имеют тенденцию изгибаться внутрь после захвата или раздувания их. Просто продолжай поправлять и разглаживать их, и все будет хорошо. Так это базовая сетка для штанов, извлекая маску. Но давай продолжим со вторым методом термоусадочной упаковки. Установи курсор с 3D где-нибудь в центре оси X. В моем случае я установлю его на происхождение тела. Теперь мы добавим куб и увеличим его до ширины туловища. Зайди в режим редактирования и добавь петлю посередине, затем включи X-Ray, чтобы иметь возможность выбирать все объекты. Выдели одну сторону и удали, затем добавь модификатор зеркала и включи отсечение, а также включи слияние.
как показано ранее. Таким образом, вершина, которая встречается посередине, не просто сольется, но мы будем придерживаться друг друга в режиме редактирования. Теперь выдели части куба, придай им форму и вытяни грани, чтобы получилось что-то похожее на рубашку. Обязательно сделай одну круговую петлю вокруг шеи или воротниковой зоны. Также удали лица там, где рубашка должна быть расстегнута. Добавь петлю на сайт и добавь еще пару петель, чтобы сделать фазы объекта более последовательно квадратными, а не прямоугольными или действительно растянутыми. Мы хотим, чтобы в конце концов сетка была разделена очень равномерно. Чтобы лепить дальше, выбери две грани на плече и вытяни их, чтобы получились рукава. Выбрав два лица на рукавах, мы можем легко превратить их в идеальный круг. Если у вас включена надстройка Loop Tools в настройках, у вас будут эти дополнительные опции при вызове контекстного меню, мы нажмем на опцию Circle. Это изменит выделение в идеальный круг. Теперь исключи рукав в другой раз и добавь еще пару петель, чтобы сделать лицевые стороны более равномерно квадратными, как и раньше. Тогда выбери несколько петель и сдвинь их, чтобы форма немного лучше соответствовала форме туловища в идеале. Ты должен удалить лицевые стороны на рукавах, которые должны быть открытой частью, но я оставлю их прямо сейчас, просто чтобы показать тебе, как избавиться от них. Если ты забыл завести их так далеко, это очень сложно. Но теперь мы можем добавить еще пару модификаторов, добавить модификатор поверхности подразделения через вкладку «Модификатор» или с помощью быстрого управления 1.4. На данный момент двух подразделений должно быть достаточно. Затем мы добавим модификатор термоусадочной пленки, щелкните значок выбора и выберите тело. Теперь предмет будет обернут к телу. Надень футболку на Local View и увидишь результат более четко. Термоусадочная упаковка еще не идеальна, так как многие участки растянуты, но я покажу тебе, как это исправить, чтобы получить наилучший результат. Для лепки ты должен использовать режим проекта в модификаторе термоусадочной пленки, так как это дает нам некоторые дополнительные возможности. Сначала это будет выглядеть невероятно грязно, но это потому, что по умолчанию он стучит только в положительном нормальном направлении. Включите также отрицательное, и это должно выглядеть намного лучше. Все же некоторые детали могут полностью проходить через модель на другую сторону, так что хорошо бы также определить предельное значение. Это ограничит расстояние, которое может пройти любая вершина при переносе на другую поверхность. Также установите режим привязки над поверхностью, чтобы получить более последовательные направления привязки, остальные проблемы могут быть решены. Другой способ применить модификатор Mirror и модификаторы SAP и Subdivision Surface и скопировать модификатор термоусадочной пленки, который будет дублировать его. Не самое идеальное имя, но это нормально. Нанеси один из модификаторов термоусадочной пленки. Теперь, когда вы переходите в режим редактирования, у вас есть результат, завернутый в термоусадочную пленку. При этом все еще активна функция изменения термоусадочной пленки. Перейди в режим лепки и сгладь последние проблемные участки и вообще постарайся распределить геометрию более равномерно. Это работает лучше всего, когда модификаторы термоусадочной пленки отключены на данный момент, так как это также влияет на поведение кисти. Если ты сейчас заметил, что рукава все еще закрыты, ты можешь перейти в режим редактирования, выбрать эти области и удалить их. Один из лучших способов выбрать квадратную область граней — это выбрать один угол и, удерживая клавишу Ctrl и Shift, выбрать противоположный угол квадратной области. Затем он выделит весь этот квадратный участок от угла до угла. В качестве альтернативы ты также можешь просто выбрать одну петлю, которая идет вокруг руки, и удалить ее оттуда, а затем повторить то же самое для другой стороны рубашки. Ты можешь просто несколько раз разгладить и надуть конец рукава, чтобы избавиться от квадратного профиля. Всегда имей в виду, что гладкие кисти также удаляют объем. Вот почему надувная щетка так важна для последующего использования.
Снова включи модификатор, чтобы увидеть результаты. Если все еще есть какие-то проблемные области, ты можешь скорректировать модель еще больше или скопировать и применить один из модификаторов. Опять же, если вы попытаетесь лепить объекты, пока модификатор все еще активен, это может привести к странному поведению прилепки. Но вы получите более непосредственные видимые результаты. Давай скопируем и применим это сейчас, чтобы получить лучшую термоусадочную упаковку. Я толкаю подмышки немного дальше внутрь, поскольку мы устанавливаем метод термоусадочной пленки на верхнюю поверхность. Мы можем добавить некоторое смещение, чтобы получить некоторое расстояние от тела. Сделай так, чтобы затенение также было плавным в контекстном меню, примени модификаторы и добавь затвердевший модификатор для толщины. После определения толщины мы можем добавить еще несколько подразделений для более высокого разрешения для лепки и применить это тоже. С этим базовым методом создания сетки у вас уже будет более плавный результат, основанный на ваших настройках, и у вас будет гораздо лучший контроль над потоком и разрешением по краям. Между тем, при использовании метода извлечения маски вам приходится иметь дело с тем же разрешением тела, которое может быть довольно высоким, как в этом случае. Отрегулируйте поверхность рубашки немного больше, чтобы она не пересекалась везде с телом. Идеально использовал глиняную кисть для этого, чтобы немного лучше определить границы рукавов. Я могу порекомендовать щетку для подталкивания. Кисть похожа на змеиный крючок, но перемещает геометрию только вдоль плоскости области. Что означает, что она только скользит по поверхности, по сути, убедитесь, что метод обводки установлен на две точки для лучшего результата. Во время лепки установка относительно низкого значения силы также может дать тебе немного более точный контроль. Поскольку это будет рубашка на пуговицах, мы можем немного больше смоделировать ее. В режиме редактирования выберите одну из центральных петель на лицевой стороне, которую мы хотим разорвать. Тогда нажми V, чтобы разорвать крайнюю петлю. Перейди в режим лепки и выбери кисть для захвата. Если ты захватишь область, где была оторвана петля края, по умолчанию это не сработает. Это всегда будет захватывать обе стороны, даже если они разъединены. Также не забудь пока отключить X-симметрию, чтобы лучше видеть это сейчас, если мы включим еще одну новую функцию, которая является топологической функцией, задаваемой в настройках кисти, тогда кисть заметит разделенную геометрию и переместит только одну ее часть. Теперь мы можем легко захватить каждую сторону и немного отделить область шеи, чтобы выглядеть более расслабленно. Чтобы немного лучше визуализировать разделение, мы можем перейти к параметрам затенения для порта просмотра и включить для этого полость. Нам действительно нужен только ползунок долины, чтобы увидеть перекрытие. Это по сути даст нам что-то вроде эффекта окклюзии окружающей среды. Просто не забудь отключить затенение полости, как только тебе больше не нужно будет так четко видеть перекрытие. Или если ты уже можешь ясно видеть это, например, с помощью модификатора Solidify. Некоторые дополнительные опции затенения, такие как полость, могут замедлить работу вашего окна просмотра. Но что более важно, они могут создать у вас ложное впечатление о кривизне ваших поверхностей. В большинстве случаев мне нравится оставлять эту опцию отключенной. Мне вообще нравится использовать кисть со змеиным крючком, чтобы слегка захватывать и поворачивать область. Просто убедись, что ползунок рейка установлен на единицу или хотя бы что-то выше нуля, и что вращение объекта установлено на 0. Иначе влияние кисти могло бы быть немного странным. Ты также можешь использовать кисть New Post для достижения этой цели или повернуть геометрию в режиме редактирования в момент записи этого. У новых инструментов и кистей еще нет значков. К сожалению, поэтому кисти могут выглядеть немного по-другому на вашем экране. Как только у тебя будет несколько объектов, ты можешь переключиться на случайные цвета в настройках затенения, чтобы сделать их более заметными. План состоит в том, чтобы добавить к наряду несколько подтяжек, чтобы рубашку нужно было заправить в брюки. Ты можешь быстро сравнить границы рубашки и брюк,
включив режим спереди на одном из них или включив режим рентгеновского затенения. Приподними рубашку так, чтобы она примерно совпадала с границей брюк. Рубашка и брюки – это две основные вещи. Мы собираемся лепить, но нам все еще нужны некоторые дополнительные элементы. Мы добавим их в следующем видео.